Приветствую всех на канале. Honda Civic к нам приехала, и владелец обратился с проблемой, то, что у него высаживается 12-вольтовый аккумулятор. И автомобиль, естественно, потом перестает ехать. Пока 12-вольтовый аккумулятор заряжен, все системы работают, все отлично, но почему-то он не заряжается. То есть DC-DC преобразователь не заряжает нам 12-вольтовую батарейку. Будем диагностировать, смотреть, что за проблема у нас. Сделали диагностику, и вот у нас вот такие вот ошибки. У нас потеря связи с модулем управления электродвигателем, потеря связи с модулем... Короче говоря, у нас очень много блоков, вернее, очень много ошибок, связанных с потерей связи. Но, скорее всего, это следствие того, что у нас высаживался 12-вольтовый аккумулятор. Напряжение сильно низко падало, и блоки переставали видеть. Но теперь нужно разобраться, почему у нас не идет заряд на 12-вольтовую батарейку. Оказалось, что у нас сгорел здесь предохранитель. При замене этого предохранителя он у нас моментально сгорает. Но здесь вот такие вот моменты, как вот такая вот подсветка, которая висит на полу. И очень много всяких нюансов, которые могут привести к тому, что где-то что-то закорачивает. Пробег на автомобиле 372 205. Я уже забыл про такие пробеги. Не часто электромобиль можно встретить с пробегом 370, вернее, электромобиль или гибрид с пробегом 372 тысячи километров. Но Honda может. По крайней мере, эти Honda еще могут. Много, конечно, на этом автомобиле вот таких вот нюансов, как брызговик, вернее, подкрылок поломанный. Потом блок управления открытый, и на него летит вся грязь. Разъемы, конечно, герметичные, но это все пока резинки новые. Пока свежие. Со временем пересыхают, и туда может попадать влага. Кстати, здесь на автомобиле установлено газовое оборудование. Тоже вот такие вот провода висят. Блок незакрепленный просто лежит и телепается возле аккумулятора. Также присутствуют вот такие вот моменты. Висящий разъем с уже позеленевшим пином. Поэтому здесь замыканий может быть на самом деле очень много. Короче говоря, проблема была найдена. И проблема оказалась в самом неожиданном месте. Нет, не вот эти вот поврежденные места, а все гораздо проще. Нас вызывало замыкание этих проводов на лямбда-зонде. Дело в том, что на лямбда-зонд, вот здесь видно, что отрезалась или вваривалась труба, и катализатор, скорее всего, здесь выбит. И поставили сюда обманку. Но когда ставили обманку, почему-то не увидели или проигнорировали тот момент, что у нас лямбда-зонд просто трется по кузову. И, соответственно, у нас провода там просто замыкали. И у нас и привело к тому, что у нас коротила 12-вольтовая цепь. Мы обрезали провода, и после этого установили предохранитель, и все у нас заработало. Здесь, в этом автомобиле, можно было пойти двумя путями. Либо же все делать правильно и подключать осциллограф, смотреть коншину. Но по всему было видно, что здесь эта проблема не по связи, а именно с питанием блоков. И напряжение очень сильно падало, из-за этого блоки просто переставали видеть друг друга. Но решение проблемы было, вернее, обнаружение проблемы было просто неожиданное. Я, честно говоря, давно уже с машинами имею дело, но сделать вот так вот, это нужно было очень-очень сильно постараться. Теперь нужно будет что-то делать, обманку переделывать, либо отшивать ее, либо что-то здесь делать, чтобы эту цепь восстановить. Но это уже будем согласовывать с клиентом, что будем. Просто мы не занимаемся ремонтом выхлопной системы. И, короче говоря, будем согласовывать, что дальше делать в данном случае. Кстати, рулевая рейка реставрировалась нами.
но уже, видимо, давно, потому что уже грязная. Это наш фирменный цвет восстановления реек. После того, как мы обрезали провода на лямбда-зонд и заменили предохранитель, у нас все работает, но сейчас нужно сделать еще раз диагностику, посмотрим, какие ошибки есть. По лямбда-зонду понятно, что они будут, но посмотрим, какие, и еще раз проверим напряжение в цепи, и тогда дальше будем согласовывать с клиентом, по какому пути дальше идти. Так, в данный момент у нас зарядка есть 13,85 вольт. И сейчас прочитаем ошибки. По крайней мере, ошибок пока у нас нет. Но сейчас зайдем в блок. Непонятно, почему он пишет, что не оборудовано, но при этом заходит в блок. Ну, видимо, диагностика что-то поменялась, или обновилась, или что-то еще, но автомобиль достаточно старый, поэтому есть какой-то конфликт. Так, ошибок у нас уже нету, но сейчас еще зайду в блок управления двигателем и посмотрим. У нас ошибка по лямбда-зонду должна быть. Так, подогреватель датчика. Да, у нас проблема по подогреву лямбда-зонда. Сбой цепи, но это и понятно. Так, при этом напряжение у нас на аккумуляторе есть. То есть проблема, следствие устранено, но причина пока не устранена. А вот с причиной будем согласовывать. Но на фоне того, что на автомобиле пробег 372 205 километров, то очень сильно сомневаюсь, что владелец будет устранять здесь все вот эти огрехи. И с поломанными подкрылками, и с висящими проводами, и всем прочим. Скорее всего, автомобиль будет докатывать свою жизнь и дальше уже пойдет на разборку. Но это мое такое мнение. Но могу, конечно, ошибаться. Может быть, это любимый автомобиль владельца. Кстати, это новый мультиметр и генератор импульсов и одноканальный осциллограф от FNIRSI DST-210. Достаточно удобный для таких оперативных работ на автомобиле. Это не сильно большой осциллограф, но при этом можно и запустить через генератор сигналов какие-то блоки, которые управляются шимом, либо же какую-то помпу, насос, клапан или что угодно. И при этом можно померить напряжение. Если что, ссылку оставлю под видео. Владелец автомобиля будет забирать автомобиль в таком состоянии. Мы обрезали датчик лямбда-зонд, оценили его, закрыли, чтобы не попадала в разъем, который в салоне, влага. И владелец забирает автомобиль. Будет ли он дальше что-нибудь устранять, этот первоисточник этой проблемы или нет, пока не знаем. Но даем в таком состоянии, как есть. Вот такой вот был ремонт автомобиля. Если вам нравится такой контент, то подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И до скорых встреч. Всем пока!